Добрый день. Еще Добрый раз. Представьтесь, как зовут вас? Хондарь Максим Владимирович. Дата рождения? 05.10.1998 года. И откуда вы? Родился в городе Курске. Проживаю город Новороссийск, Краснодарский край. А часть, звание, должность? Войсковая часть 42091. Сержант, командир отделения. Вы понимаете, что это у нас под запись все происходит? Да. Будет публиковаться? Да, понимаю. Вы не против поговорить? Не против. Чего вы не отказываетесь? Не понял. Чего не отказываетесь от разговора? То, что хочу, чтобы знали Россию у нас. Знали что? Ну, что происходит на самом деле тут. Что здесь нет плохих людей. То, может, знали, что вы тут. Это одна история. Ну да, в общем-то. Ну, расскажите тогда вашу историю. Можно без военных тайн. А просто вот. По идее, она должна быть длинная, потому что это, наверное, рекордсмен 5 месяцев. Потому что вы 5 месяцев пробыли, по сути, в Украине, правильно? Да. Вот. Какого числа вы заехали? 15 марта. 15 марта. Что вам сказали, когда вы ехали? Ну, нам заезжали, проинструктировали. Сказали, двое по бортам сидели, пулеметчики, и наблюдали. В случае говорили, рассказывали, если колонна движется и гражданская машина не останавливается, то открывать огонь. Не, я имею в виду даже перед тем, как вот вы еще ехали в Украину. Что вам сказать, зачем вы сюда едете? Какая цель? Говорят, как военная спецоперация. У нас в России все так говорят. А в чем ее цель? Цели, задачи никто ничего не говорил. Что, вам не рассказывали, что вы должны освободить кого-то там, защитить? Нет, такого ничего. Нет? Нет, такого никто ничего не говорил. Нет, так нет. И вы заехали в Украину через какие населенные пункты? Новоозереевка, через Крым мы заезжали. Через Крым? Да. Угу. И оказались вы В Херсоне. в Херсоне в самом? Да. В Херсоне. Через Крым и вот на Херсон. И вам поехали. сказали, что должны сидеть на бортах у вас пулеметчики, да, или автоматчики? Ну, в КамАЗе, да, то есть по бокам. И наблюдатели. Наблюдатели. И если едет гражданская машина и не останавливается, открывает по ней огонь? Да. Ага. Были такие случаи? Не сталкивался с такой. Угу. А останавливались гражданские машины? Машины, да, И останавливались. что дальше происходило? Ничего, не останавливались, колонна у нас большая и ехала, проезжали. Дальше я не знаю, возможно, может, дальше они протронулись, поехали. Не видел. То есть вы лично не были на этом борту? Нет. И этого не... А что Не, вы я в делали? КамАЗе ехал как бы, ну я не видел, гражданская машина остановилась, то есть колонна наша проехала, и все, а дальше машину я не видел, уже в поле зрения. Угу. Понял. И дальше что было? Приехали в Херсон, в Херсоне переночевали, построились на следующий день, нам сказали задачи наши, то есть вот сводной роты, которая ехала, говорили то, что мы будем колонны охранять, либо поедем на заставы. Угу. У нас уехали на заставы, получается. Я еще в Херсоне был дня 2-3. Потом командир взвода мой сказал, говорит, все, назначил людей, говорит, завтра вы убываете. Вот мы поехали, там, получается, пункт дислокации, я не знаю, как он правильно, ТПУ, по-моему, что ли, назывался. Мы там еще были неделю, и потом вот в марте, ну, где-то под конец марта месяца в населенный пункт Максимовку вот приехали. Ага. Ну, это то, что мы сейчас в предыдущем разговаривали, да? Это вы были перед ним, получается. Да. Как его звали, напомните? Его Костя звали. Костя, фамилию скажи, что может быть. Леонтьев. Да, Леонтьев. Вот, если кому-то интересно сопоставить Ты истории. меня смотришь, у меня феноменальная память. Да, тяжелейшая фамилия. Вы были перед ним, да, получается? Да, перед ним был. А в плен вы попали по В плен вместе с ним А, попали. в плен попали Да, вместе. 18 августа. Да, он 5 месяцев там жил, и сейчас нам расскажет кучу. Расскажите про жизнь Максимовки. 5 месяцев. Жизнь Максимовки, ну как сказать, к местному населению, вот та рота, в которой я был, относились хорошо. То есть там семья проживала в начале поселка. Там, получается, мама и дети были. То есть гуманитарку, не гуманитарку, всегда все вот им привозили. Первым давали. У меня вот знакомый пацан. Как они жили без этой гуманитарки вашей до вас, непонятно, да? Вот этого я не знаю, честно, я не разговаривал с ними. Ну как-то жили же. Ну, да. Вы не подозреваете, что, может быть, им не нужны были ни вы, ни ваша гуманитарка? Возможно, такое было, да. Я утверждаю, что невозможно, а точно. Во всех тех населенных пунктах, куда зашли россияне, там люди нормально жили до вас.
Ну, я и заметил, дороги, не дороги асфальтированные. Дороги асфальтированные. Много было домов, которые местные жители пооставляли? Достаточно, То есть им пришлось уехать, понимаете, бежать оттуда. да. А давайте так, сколько вы, когда попали в Максимовку, сколько там всего домов? Честно, не Ну, считал. там плюс-минус, 100 домов есть? Поменьше будет где-то. Хорошо, сколько, вот вы зашли, сколько было жилых домов, и к моменту, когда вы попали в плен, сколько там осталось живых домов? Я, получается, смотрите, когда вот заезжал, там уже эта рота стояла. Они Ну, это понятно. дня 4 где-то вот Да, стояли. да, 4 дня. Хорошо. И Получается- многих уже не было. К тому Да, времени, да, да, получается. то есть уже Так, очень много. Ну, а все же кто-то еще оставался из тех, которые потом уехали? Насколько я знаю, один дом точно. Вот он оставался, потом уехали на машине. Куда уехали? Куда, не знаю. Вы не спрашивали? Не спрашивал. Понял. Ну, то есть вы понимаете, да, зашли российские солдаты, люди стали выезжать оттуда. Да. То есть я вам говорю о том, что нормально, там все жили, все было хорошо, не надо было им ни вы, ни гуманитарка. Вы просто вытеснили, взяли целое село. Целый населенный пункт, может это ПХТ даже, я не знаю. Не, наверное, все-таки село. Раз нет 100 домов. Максимовка сейчас. Это, ладно, это и, в общем-то, и не так существенно. И вот вы там стоите, что вы едите? Гуманитарную помощь, вот еще не гуманитарную, а вот продовольствие нам привозили. Поначалу вообще плачевно было, сухпайками только вот питались. Да. После начали как бы макароны, картошку привозить. Так. Ну да. Из дома вот семья посылку собирала, жена. Мгм. То есть сигареты там, ну и такое сладкое, не сладкое. То есть я правильно понимаю, российский солдат, который приехал в Украину воевать, ждет посылку из дома, чтобы ему прислали покушать. Поначалу, да, было все совершенно так. Хорошо, а в домах, погреба, пооставалась куча еды, куча всего, люди повыезжали. Что, вы не заходили, не брали? Получается, ну, я как бы своих товарищей, они ходили. Я в доме был, там, получается, не было погреба, тогда вообще вот где соление, не соление, такого не было. Ну, а товарищи ходили, иногда ж попадало что-то на стол, наверное. Иногда да. А что попадало? Огурцы, помидоры. Ну, такое. Ну, освободили от огурцов и помидоров у людей некоторых. Это да. Еще от чего вы освободили? Да все, живность не трогали вообще никакую. То есть там вот коровы, не коровы, курица, все вот у людей было. Ну, хорошо. И какие-то происшествия, наверное, за 5 месяцев множество было интересно рассказать. Ну, число не помню, помню конец марта. Артиллерия сначала по нам работала. Так. Потом, я так понял, рота выкатилась Так. украинских войск. Мгм. Мы откатились. Мгм. После чего зашли опять обратно в деревню. Наша, то есть авиация, артиллерия отработала. Так. И после этого момента, то есть были обстрелы, ну, по нам с артиллерии. Один раз ДРГ приходила. Сначала дымовыми шашками, ну, дымами закидали поселок. Так. Ну, как бы бой был, но мы противника, и они нас не видели. То есть они со стороны кустов, я так понял, по звуку вот стреляли. То есть прицельного не было. А вы не стреляли? Я стрелял, но я не знаю, попал, не попал, потому что не видел противника. Так, стреляли. И не было ли мысли какой-то такой вот у вас вот это все время, вы не задавались, не общались между собой, может, начальником? Что мы здесь делаем, зачем мы здесь находимся? Нам так какового офицера вообще такого ничего не говорили, даже задачи, планы. А офицеры с вами были находились? Они, как сказать, они находились подальше от нас, в подвалах в основном сидели. Офицеры в подвалах? Да. Ну, командир роты, вот, по крайней мере. Так как это, если командир роты, он должен непосредственно руководить? Ну, так вот было. Командир взвода с нами был постоянно. Командир взвода был. Мгм. Понятно. И я имею в виду, может быть, между бойцами просто, между вами были разговоры. Ну, вы же уже как-то вот объясняли себе свое присутствие в Украине? Ну, как нам говорили, то, что тут, типа, национализм процветает. И все остальное такое, вот в этом роде. А какое вам, как вот солдату российскому, дело до того, что у нас здесь процветает или вообще не процветает? Никакого. Так что вы там делали?
Я хочу понять причину лично вашего присутствия, чтобы упростить. Да? Приказ. Приказ. Приказ почему? Потому что вы служите. Да. Потому что вы военный. Да. Служите вы почему? Из-за денег, можно сказать, за квартиры. Все просто. Вы наемник, пришедший за деньги в чужую страну. Не-не-не, в армию я пришел. Я имею в виду. Понимаю. Но в 18 сущности году. вы служите из-за денег и отправили вас в Украину, в чужую страну, потому что вы служите из-за денег. То есть вы пришли в Украину, если так совсем упростить всю эту цепочку, просто из-за денег. Ну, блин, даже не знаю, как сказать. Ну давайте подумаем, я же вам говорю. Беседа свободная. то Ну, есть- я понял. Ну, говорю, вот приказ был и пришел. Ну, То правильно, есть а приказ отказаться у вас- нельзя было. Правильно, а приказ у вас потому, что вы служите. А служите Да. вы потому, что вам деньги за это платят. Да. Не за какие-то там, наверное, убеждения. Там. Не-не-не. Конкретно за зарплату. Да. То есть российский солдат в вашем лице – это эдакий себе человек, который служит, потому что ему платят за это деньги, и ему дают приказ пойти в другую страну убивать людей, и он идет и убивает из-за денег. Ну, правда, вы не знаете, убивали вы или не убивали, потому что вы не знаете, попали вы или Да. не попали, правильно? Да. На сути это не меняет. Или, может быть, все-таки вы убили кого-то? Нет, не убивал. Ну, я стрелял, но Ранили, может я быть? не знаю, честно, не видел. знаете. Понял. И все, больше ничего не было. Все, вот мы сидели на наблюдательных пунктах все это время и наблюдали. То есть корректировали, вот если минометы, там не минометы стреляют, и вот говорили, откуда выходы. Тогда давайте расскажите, как вы в плен попали. В плен я попал 18 августа. С товарищем мы на наблюдательном посту отстояли свое время, ну, график, и сменились, пошли отдыхать. Ну все, легли отдыхать, время... Ну, мы сменились где-то без 10:07, в 7 пошли отдыхать, в 7:20, в 7:30 я в туалет пошел, ну, вышел. И уже бойцы взяли в плен. Так а как именно? Ну, это я, произошло? получается, глаза открыл тамбур, ну, дверь. Вы в туалете глаза закрыли? Не-не-не, в кровати спал. А, уже пошли спать, Да, открываете глаза, украинцы стоят. Дверь открыл, и, получается, и стоят ваши войска. Прямо у вас в расположении? Да, Ну, как в расположении? В доме, в котором Да, вы да, были? в тамбуре, гражданском в тамбуре, доме, в в тамбуре, тамбуре, да. стоят уже украинские Да. военные. Сколько их было? я двоих видел, которые Двое, возле два дома. человека. Сейчас упадет. И все, вам говорят, пойдем? Говорят, типа, спрашивали, сколько вас здесь? Я сказал, человек 50, ну, где в поселке, где плюс-минус, точно не знаю. А сколько вас было? Где-то так и было, то есть плюс-минус 50, может 60, Так. может А чуть сколько меньше. они вас забрали из дома из этого? Двоих, Вот меня это и вот Костя. вас или Леонтьева, да? Да. Понял, все. Хорошо. А как вас выводили? Выводили нам руки, получается, с хомутами сзади, стянули. И все, то есть один сказал, не переживайте, все хорошо будет, вас обменяют, бить никто вас не будет. Ну, вас пришли, забрали как раз в качестве обменного фонда. Ну, я я- реально восхищен пацанами, Да. которые пришли, это короче, четко. Нам надо два пленных есть. Пошли, забрали вас, вывели, Да. вывели. Правильно? Но эта ситуация, она, как бы мы ни восхищались, она до такой степени не даже фантастическая, она сложная для восприятия. Давайте попробуем на моей пресс-карте как-то показать, на вот этих всех вещах. Вот стоит этот дом, да? Да. Вот стоит этот дом. Вот вы в этом доме, да, Да. находитесь? А где ваши, откуда они пришли? Отсюда? Получается, наш дом, вот он был, Да, тут дорога идет, Да. здесь соседний дом. да. Тут впереди нас, то есть уже все, нету наших никого. Мы впереди деревни, Так, поселка стояли. понял. Я так понимаю, они, наверное, вышли, где вот там Арык идет, русло реки. Понял. И, видать, вот так вот по дороге прошли, и В таком случае у меня вопрос к тактической расстановке россиянами их оборонительных, так сказать, позиций. Вот здесь у вас основное место, где вы спите. да, Едите. и наблюдали здесь же, на крыше дома. А как же они не снаблюдали тогда? Я не знаю, может, уснули, я А не когда знаю. вы выходили из дома, они были на крыше? Я не видел. То есть Так они, нас... так они сперва, очевидно, обезвредили тех, которые здесь наблюдали. Потому что больше
Никто их не наблюдал, как они шли, правильно? Ну, я так, возможно, Другие да, наблюдательные потому что пункты где? тут Слева, соседний, справа? соседний дом справа. Справа, Да, соседний через дом, дорогу. еще Да. один. И потом, когда вы шли, когда вас вели, кто-то начал из какого-то из этих домов кричать. Не с этих, а сзади, получается, из дом. тех вообще, которые сзади. Один дом, понял. получается, сзади был, вот, начали кричать. Не, я правильно понимаю? То есть, скорее всего, им нужно было сначала снять 2 наблюдателей слева и справа и на самом доме. Потом зайти в дом, их забрать и спокойно вывести. Потому что иначе это было бы невозможно. Тогда Ну, кто-то из тут этих наблюдателей в этом увидел доме бы. 3 человека было. Это не важно сколько, кто-то из них должен был бы вас увидеть. Ну, я тоже так думаю. То есть их уже, наверное, нет. Либо, может, уснули, либо их нету. Ну, 3 Ну, а человека там, я одновременно тоже уснули там это. кричали вам, когда вас вели? Нас вели, я так толком слышал крики, я слова не мог разобрать. Ну, с нашей стороны. Леонтьев говорит, что вот этот, Да, который вы отсюда, показывали, да, отсюда были. начали кричать. Вы кто такие, куда вы Что-то идете? вроде было до этого такого. Ну, у него видно слух лучше. Ну, я, получается, впереди был, а он где-то тут вот. Ну, чуть подальше от чуть меня. подальше. Да. Понял. Ладно, тогда это не к Короче, вам у вопрос. меня отдельное предложение. Парни, которые вы тоже смотрите эти ролики, если вы брали в плен, у вас по-любому есть видео, скиньте его мне, контакт там известен. Мы, во-первых, вам выплатим вознаграждение $600, а во-вторых, нам интересно все-таки разобраться, как это было. Ну, я для себя это только так Ну, представляю. выйдут на связь, вы красавцы, пошли тупо забрали 2 орков. Да, пошли забрали 2 орков. И, очевидно, 6 вырезали по дороге. Вырезали, потому что это должно было быть беззвучно, чтобы не услышали другие. Ну, наверное. Молодцы. Выйдите на Ну, связь. знаете, эта ситуация уже была с Кракеном ранее, Да. когда они вот Да. этого грушника брали, то есть тоже они повырезали. Выйдите на связь, заберите Как вознаграждение. было интересно. И видео, скорее всего, есть, гуляет в сети. Потому что ж прошлого, вот Леонтьева, жена же говорит, не она видел, видела я не в видел пабликах. сегодня. Жена Леонтьеву говорила, я видела в пабликах это видео. Значит, оно есть и так. Ну, окей. И так, ну, я, насколько понимаю, вас забрали там. Как отношение к вам было? Хорошее да, человеческое отношение к нам было. То есть не били, накормили, напоили, сигарет дали. Нацистов встретили вы каких-нибудь? Не видел вообще ни одного. Не видели ни одного. А как вы думаете, они есть? По отношению ко мне, которое было, и к моему вот другу, я думаю, нету. Не-не-не, нацисты в Украине. Думаю, Потому навряд что ли. ваш больной президент, придурок, сказал, что идем освобождать от нацистов. Придурок, зачем ты ему комплименты Нет. потребишь? Извините, они Маньяк? маньяк. Не встречал, не видел. Что подтвердилось из того, что вам вот рассказывали раньше про Украину, что из этого подтвердилось? Ты ничего. А что рассказывали? Да и, ну, только вот про национализм вот это вот говорили. И то, что типа над нашими пленными издеваются. Да, ну вот жена вот Леонтьева, только что мы с ней разговаривали, она говорила, вы что, вы хотите сказать, что вы пленным пальцы не отрезаете? Ну вот, нам тоже это всегда говорили. Я то, ее что- спрашиваю, а вы видели хоть одного человека, который вернулся из Украины без пальцев, У вас без уже- члена, без яиц, потому что им это все там У рассказывали? вас вырос уже Нет. указательный палец? У меня все пальцы на месте. Значит, вырос уже. Регенерирует. По-моему, это так называется. Биолаборатория. Да, в биолабораториях отрастили пальцы. Тоже за DVD? Да. Что же у вас все за DVD? Вы, кстати, про свою службу ничего не рассказали. До этого. До этого, ну, служил наряды, не наряды, рабочие были. Контрактник же, правильно? Да. Контрактник. Что Сколько лет отслужили? На В контракте? ноябре 4 года вот будет. Ну, немало. То Что есть, такое рабочки? Ну, рабочие, ну, там, поехать там, бревна куда-то, что-то. Генералу построить что-то. Нет, к генералам не ездили, то есть на полигоне вот. Либо вот в части. генералам допускают только профессионалов. А бревна это Ну, так а Как вы, раз к десантнику. вы за DVD, это вы с какой части? 42091. Не дай номер нам, Новороссийск. там тоже DVD-шная часть? Десантная, да. Да, десант. Так это же вроде с той же части, что и Да, тот, да, что да. с вами. Да, да, Костя. но вы выезжали раньше. Сколько было Да. в части людей, когда вы выезжали? Блин, даже 100% не скажу. Да не, ну там больше 1000, меньше, там Ну, где-то так, может, чуть меньше даже. около 1000 людей. Да? В районе этого. А до вас многие выехали уже в Украину?
Или вы в одной из первых партий пошли? Или У в нас первой? самое, ну вот наши два БТГР, получается, они уехали Подождите, с самого начала. 15 марта. Вот до 24 февраля сколько у вас в части было людей всего? На базу там 3000, 2000. Где-то 2000 было. 2000. Где-то. Первая партия уехала, а вы уехали 15 марта. У нас водная рота только уехала. Ага. 68, по-моему, или 70 человек. Это когда уже первое... Это Вот, вы 15 марта. Из части вы уехали. Да. Не, выехали мы 14-го, а 15-го в А Украине были. вы в курсе, что, по словам Леонтьева, на июль там вообще уже было пусто в этой части? Ну, я же 15 марта зашел, я не знаю. Нет, так как вы там же с всё. ним-то общаетесь, потому что мы Ну, с ним только что пообщались. разговаривал, как с ним, он говорит, да, то есть полк вообще там, то есть часть. Полка нет. А одни срочники человек 200, вот он нам так сказал. Да, там срочники только вот оставались. Может, уже и срочников не осталось. Не знаю, честно. Канишуа. Напоминаем про Итуруп. Да, коничуа. Нам по последним данным разведка доносит, что в частях у них вообще уже все плохо. Поэтому один спецназовец едет... Просим не ограничиваться и трупом. Один спецназовец ваш японский зарешает весь остров Итуруп. Заходит и берет. Все. Мы подряд. орем просто с этой ситуации, потому что у вас выгреблось все. А тут некоторые говорят, что мы еще ничего не начинали. Не некоторые, а маньяк ваш как раз сидит и говорит, мы еще вообще-то, говорит, всерьез не начинали. Как вы думаете, начинали всерьез? Я думаю, да. Или это все не всерьез было? Ты какой не серьез? Как у вас с Столько. обеспечением было? Да, поговорили про обеспечение, про Не, еду. не про еду, про вот одежду, переодежду, потому что По поводу одежды, ну вот, у меня масс-халат, это мне жена посылка выслала. жена посылкой. То есть жена не только обеспечивает российского солдата в чужой стране, воюющего едой, но и одеждой. Получается Ну, так? поначалу была проблема с одеждой, ну, вообще с обеспечением. Зима была, по сути, а потом лето. Ну да, еще было холодно, конечно. А жена, вы говорили, беременна у вас. Да. Ну, давай наберем, может, Подожди, уже и родила. Вы были на связи все время до 17 числа. Сколько вам на карточку денег приходило? Каждый раз по-разному. Ну, Но там- последние 2 месяца 120 тысяч вот боевые были. А обещали? Ничего не обещали нам. Нам как бы говорили $53 в сутки. В суд. Так никак это ничего не обещали. $53 в сутки, это мы уже считали, это вам что-то 240-250 тысяч должно было приходить. Ну, Если- где-то так, если да. То есть вот каждый месяц где-то в районе 120 тысяч. До этого было 117, потом 92. То есть сначала варьировалась сумма, а вот последние 2 месяца вот именно Так было получается, 120. обманули. Ну, получается, вы на передке, по сути, на линии соприкосновения. Да. Вы, кстати, знали, что вы на передок едете? То, что на передок нет, сказали, блокпосты будут, заставы, мы там стоим и все. Ну, я Еще предполагал. раз повторяю, всем российским солдатам, по их словам, говорили, что они воевать не будут. Россияне, которые собираются ехать в Украину, вы, безусловно, едете на передок. И никуда не иначе. В любом случае вы туда попадете. Потом попадете в плен, в лучшем случае. А в худшем вас просто не станет. В худшем для вас. Вы видели потери за время несения службы? Из 200-х, может, человека 4-5 видел. Мгм. А 300-х вообще не было? 300-е были, их За было. все время? Ну, вот на этой заставе их было, может, человек 10. где-то. Это в этот момент, когда вы говорите, прилеты были, да? Да, А вы знаете артиллерия. фамилии? Не знаю, честно. Вас тоже стусовали, получается? с Да, другими? это не моя рота. Я, то Знаете, есть- зачем так тусуют? Нет. Ну, как раз вот для того, чтобы вы не могли сказать, кто погиб. То есть рота это не моя, я был прикомандирован к ней. Ну, вот как-то у вас так это все Ну, происходит. поняли, для чего это делать? Я понял. Чтобы когда кто-то попал в плен или вот попал к нам на интервью, на вопрос перечислите тех, кто погиб, или... Потому что у вас Был же... с вами, чтобы вы я не понял, могли... понял, То понял. есть в этом плане вот здесь тактически россияне хорошо мыслят. Вот выставить правильно наблюдательные пункты, от этого у них не хватает. А в плане растусовать так, чтобы людей, чтобы они потом друг друга назвать не могли, это они с самого начала они так начали делать. Позывные, может, знаете. Важная схема. Да там, наверное, позывные никому ничего не скажут. И, собственно говоря, ну, в плену мы понимаем, там вам сказали... Был этот момент, когда вы думали, что вас застрелят? Шел, да, когда вели нас, думал то, что все. А когда на колени поставили? Тоже думал. Сначала. Думали уже все? Да, все уже. Прощались с жизнью уже? Ну, можно сказать так, да.
Было вот это вот ощущение, как жизнь пролетела перед глазами, там, как в кино? Блин. Ну, что-то да, что-то нет. То есть обидно, вот жена, то есть одна с ребенком осталась. За это думали? Да. Понял. Понял. Что вы можете передать вот другим россиянам, которые сейчас отправляются в Украину или Чтоб не собираются? ехали. Просто чтобы не ехали. Да. А можно как-то подробнее? Можете обратиться к своим вот друзьям, которых, ну у вас же есть друзья, Да. там одноклассники, однокурсники, там, я не знаю, сослуживцы, кого вы знаете? Вот более лично как бы обратиться для того, чтобы, может быть, они поняли. Потому что мы хотим, чтобы война остановилась. Ну, мы это все ради этого и делаем, да? И попробуйте как-то, может, у вас получится донести до них так, чтобы они поняли. Сейчас. Имена можно не говорить. Да? Можно не говорить, можно, как хотите. Все, кто смотрит меня из моих друзей, не езжайте сюда. Мой вам совет. Не надо. Оно того не стоит. И я бы не сказал, что это более доходчивая формулировка, чем первая. Ну, не гораздо, но, может быть, может, и поймут. А у вас не было желания? Уехать? Да. Было. 5 месяцев. Вы Я... реально рекордсмен из тех, кто с нами общался. 5 месяцев мало кто. Ну, я супруге звонил, говорил, чтобы она военного юриста искала. А, даже так было? А Ну, расскажите, что? это очень интересно, потому что, ну, во-первых, вас должны были поменять, ротация должна была быть. Ну вот, у нас, я где в 6-й роте когда был, их вот поменяли. Они, я так понял, либо в отпуск уехали, либо в другое место куда-то. Меня оставили. И со мной вот 5 человек было. Как командир батальона сказал, то, что вы позже заходили, поэтому вам отпуск типа не нужен. Вам отпуск. Ну, просто у вас, получается, вся армия построена на обмане. Туда поедешь, воевать не будешь, денег будешь получать 250 тысяч, платят 90-120, обеспечения никакого нет, жена в положении тратить деньги на то, чтобы вас одеть, обуть. Нам же Леонтьев рассказывал, что когда они приехали, то еда вообще не поступала, чтобы по сути ели то, что прислали в посылках. Ну, было такое, да. То есть, ну, получается, вторая армия не может своих солдат накормить. С такой мотивацией можно в чем-то победить? Я думаю, нет. Вот и поэтому же у меня вопрос, почему вы не покинули это армия, слово такое? Ну, у нас вот много кто хотел отказываться, их просто-напросто, ну, они на месте оставались. То есть бесполезно было что-либо делать. Ну, вот вы приходите и говорите, я все, я устал, мне надоело еще. Да, я не хочу воевать. Ну, просто мимо ушей, можно сказать, они пропустят и все. Ну, развернулся и пошел. Я не знаю, там, может, блин, даже не знаю, как это развернуться, уйти, не знаешь куда, в каком направлении. Командиры, расскажите, как себя... Вот, ну, потому что Леонтьев рассказывал одно за командиров. Нам же интересна хроника войны, история войны. Я понял. То есть нам военных тайн, понятное дело, вы не расскажете. Где были ваши командиры вот за 5 месяцев? Часто? Там, Командир взвода всегда со мной был, рядом. сержант, Не, командир взвода, лейтенант. лейтенант. Да. Вот видишь, оттуда Офицер. говорит, что командир взвода офицер, а Леонтьев говорил, Ну, что... он же приехал с другой роты. Ну, Вот в которой я был в 6-й роте, вот у меня был офицер, он всегда был рядом со мной. То тоже есть... мы в селе в этом. Да. То есть он и поддерживал как-то, моральный дух подымал и все остальное. Командир роты. Командир роты, он практически к нам и не приходил. Он был где-то там в начале поселка этого. То есть в начале домах. А командир батальона? Его вообще не видел. То есть он, я так понял, наверное, вообще даже на другой заставе был. А что лейтенант говорил? Были у вас какие-то разговоры просто там о жизни, о чем-то? Не, ну так, как, ну разговаривали, поддерживали друг друга просто вот морально. Ну, по поводу там, даже, как сказать, ну спрашивали, когда закончится, что он знает вообще. А он же... Он как бы говорит, мужики, если бы я что-то знал бы, я вам бы сказал. Потому что ему тоже никто ничего не говорил. А командир роты? Или... Командир роты практически к нам вообще не приходил. Вы уже на тот момент понимали, что это бессмыслица все? Да.
Мы пытаемся понять российского Ну солдата. вот, 5 месяцев стояли никуда. И... А чего вы в атаку не шли? Не знаю. Командир, я говорю, офицеры, то есть именно вот управление роты, ну, командир роты, он вообще ничего не доводил, не говорил. Это вы считаете нормально? Если... Нет. Ну, то есть, если у вас офицеры не знают, что делать, что происходит. А между собой вы разговаривали, для чего вся эта война нужна? Да, я вот вам рассказывал то, что, как говорили, это, типа, национализм мы должны победить. То есть вас не смущало, да, что Украина это вообще отдельное независимое государство, и вам особо думать про то, что там какой-то национализм, не национализм, нет никакого смысла вообще-то? Ну, по идее, да. У себя вы не видели никогда националистов, околофутбольных фанатов, свастики всякие? И Ну, около футбольных фанатов я видел. Ну так в Украине есть точно такие же. Из них и лепят там, условно говоря, этих нацистов. Ну и у вас такие есть. И не только такие, там всякие православные течения, зигующие, у вас их полно. Ну, честно, в своем городе не встречал. Правильно, потому что россиянина, он говорит, в своем городе не встречал. С чего вы взяли, что в Украине они там, допустим, в каждом городе? Вам же ведь показывают нарезку, склейку из всех видео за все времена из разных городов. Вам же не показывают, что это повсеместно в Украине ходят такие люди. Нет. Вы не задумывались просто над этим. А. Что вам просто одни и те же видосики гоняют по кругу, показанные именно в таком формате, как вам надо. Чтобы вы думали, что здесь вот эти вот самые нацисты. Не задумался. Хотя между нацистами и националистами тоже есть некоторая разница. Вы ее знаете? Нет. Большая между. Тогда не будем на этом Да, задерживаться. но это пословица про бревно в глазу. Да, давай звонить. Да, мой господин. Ну вот, странные получаются у нас беседы, если честно. Мы думали, ну потому что лично я думал, что чем дальше, тем они будут какие... Алло, добрый день. Добрый день, вы меня слышите, да? Ваш муж находится в плену в Украине, вы об этом знаете, я так понимаю, уже Дмитрий вам написал. Меня зовут Владимир, я журналист. Вы хотите с ним поговорить? Да. Разговор записывается и будет опубликован. Я вас предупредил, вы услышали? Да. Передаю трубочку. Привет, зай. Успокойся. Успокойся. Алло. Да. Успокойся. В полку знаю то, что я в плену? Зай. Ты попадаешь. Алло. Да. Я говорю, в полку знаю то, что я в плену? Не знаю. Нет, наверное, еще. Звони, все нормально, не переживай, меня не бьют, кормят хорошо, все хорошо. Успокойся. Зай. Алло. Не молчи. Я не молчу. Все хорошо. Нас должны обменять, нужно вам суетиться. В часть звонить. Это точно? Да, обменяют. И обменивают. Не переживай. Папе, родителям позвони, скажи, чтобы это в часть звонили. Сама звони. Что? Они приедут. Куда приедут? К тебе? Домой куда? Не понял. Домой. К тебе? Я позвонила, я сразу с самого начала еще позвонила, они в тот же день выехали. Они здесь. А, они уже тут? А где они? Угу. Сейчас с моря едут, они Даньку на море повезли. Я понял. Все нормально, не переживай. Чтобы обменять, нужно вам немножко посуетиться. В полку, ну, короче, мозги, Нормально не нужно мозги. посуетиться. На горячую линию звоните. То есть обменивают, все хорошо. Успокойся, нервничать нельзя. Точно все нормально. Все хорошо. Не били, накормили, обули. Все нормально. Недоработка. Мы передадим кому. Все, не Даже рас... родители не успевают. Скажи, все хорошо. Они далеко едут? Я
Все, не плачь, успокойся. Ты в часть не звонила, вообще не узнавала? Мгм. И никто не говорил? Нет. Ну, позвоните, узнайте. Да, Точнее, а сейчас что мама звонить, приедет. узнавать? Просто говорите то, что я в плену нахожусь. Пойдем туда. То есть от вас сейчас теперь будет большая часть зависеть, насколько я быстро меня обменяют. Все нормально, Меня же потом успокойся. сюда привезут. Что? Я говорю, потом сюда привезут. Ну, когда обменяют, да, в Россию. Успокойся, нервничать нельзя. Как у тебя здоровье? Кто успокоишься? Как здоровье? Пока нормально. Все, хорош плакать. Можно я объясню про обмен? Да, Зай, сейчас. Так, ну, смотрите, посмотрите в интернете, там видео есть такое про... Может быть, вы уже видели, кстати, да? Не видели такое видео про... Как он называется? Трибунал над украинскими военнопленными, трибунал над азовцами. Не видели вы такого? Нет? Ну, посмотрите вот в интернете, забьете, там у вас сейчас устраивают вот эти вот театры, клетки какие-то делают, ну, не у вас, а на оккупированной территории, по сути, у нас. Клетки делают на сцене, там сооружают. Собираются делать трибунал над украинскими военными и показывать это у вас по телевизору. Вот у нас к вам вопрос. Может быть, нам тоже трибунал какой-то здесь провести над вашими... Приговорить к расстрелу. Да. К расстрелу приговорить, как у вас там вот это вот все происходит. Не стоит. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот у вас родители вот молодого человека повезли ребенка на море отдыхать. Все правильно, все хорошо, так и должно быть, так люди и должны жить. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, а почему наши люди полгода уже должны жить под бомбежками? Не знаю. Почему наши люди должны уезжать из своих домов, бежать из сел, из своих, из городов, благодаря тому, что ваши военные заходят на нашу территорию? Почему россиянам это все безразлично? Ладно, я понимаю ваше состояние, послушайте это интервью на канале Владимира Золкина, это то есть я, и может быть вы что-то для себя новое узнаете и откроете. Не хочу допытываться ввиду состояния. Какого состояния? Ну, последний месяц беременности, я так понимаю. Ничего, что он нам в роддом прилетел. Да, нам в роддом их ракеты Какое летят, там но это не состояние? значит, что я должен быть таким, как они. Я таким, как они, не буду. Я пусть буду таким. Иди, Успокойся. я не против. Короче, поняла? В полк, не в полк звоните. Да везде звонить надо. На горячую линию. Плакаты рисовать, на улицу выходить. Верните моего из плена. Все нормально. Предложи, пусть выйдет. Будет интересно. Лично будем добиваться, чтобы ему поднять. И у тебя хорошо получается, ты уже сформулировал. Я не думаю, что она пойдет на 9 месяце. Пойдет. Ей ничего не будет за это. Просто тоже без глупости. Не понял, что еще раз? Ей за это ничего не будет. Я тоже говорю, без глупости, да. Нормально все. Без глупости? А какие у него могут быть глупости? Можете рассказать? Это Дмитрий. Второй журналист. Какие могут быть глупости у человека, находящегося в плену и 5 месяцев воевавшего? А 17 числа он еще с вами разговаривал. Спрашивал, как дела. Вы хотите увидеть его максимально быстро? Да. Вы можете выйти с плакатом на улицу, куда-нибудь к вашей мэрии или там к части и постоять 10 минут с плакатом? Верните, как его звать? Максим. Верните моего Максима. А кто-то ваша знакомая или подруга пусть вас снимет сбоку. И скинуть нам этот 10-минутный ролик. Я вам обещаю, я займусь тем, чтобы буду звонить куда можно, обращаться к кому можно, чтобы он попал в списки на обмен первым. Вы сделаете это? Да. Спасибо. А поинтересуйтесь еще там новости. Вот Владимир говорил про трибунал.
вы сейчас в положении, а вбейте бомбежка роддома. Сколько там погибло рожениц, которые рожали. А что, она напишет, ей выдаст, что это украинцы разбомбили сам свой роддом. Что толку? Тогда она пусть подумает, почему до этого 30 лет никто не бомбил роддомы, а тут неожиданно, когда Максимки такие поприходили, стали нам в роддомы прилетать. Почему на День независимости, погуглите, 189 ракет прилетело крылатых? Хорошо у вас там все? Алло. Да. Да. Очки мне дай. Все, не расстраивайся, все хорошо. Поняла? Бонд. Джеймс Бонд. Вот так надо сейчас. Сейчас приедут, пойдем звонить. Пошли, пойдем туда. Что-либо делать. Ну от вас сейчас все зависит. Это надо на заставку взять в очках. Ну, так все нормально, не переживай. Кормят, не бьют, все хорошо. Моют, сигареты дают. Все нормально. Не плачь только, пожалуйста. Пусть выйдет с плакатом. Мы начнем. Ну это зачем нам это все с плакатом вот это вот? Это ж не потому, что нам очень хочется посмотреть, это потому, что нам хочется, чтобы у вас там люди начали о чем-то говорить, задумываться между собой, общаться. Потому что вместо головы ж телевизор. Я понял. А вы реальные вещи Вы нам, рассказываете, что Максим, реально нахрен не нужны. Мы хотим отдать вас и забрать своего солдата. Все. Я понимаю. Вот пусть она пойдет, возьмет в плену нашего солдата, И за руку придет, а мы вас. а мы вас приведем. Не трибуналы там устраивают, это эти концерты со спектаклями, чтобы по зомбоящику вашему показывать, а реально обменять. Как супругу понимаете? звать? Аня, Анна, возьмите любого нашего пленного и давайте едем на линию соприкосновения. Мы И пусть привезем. на контакт любой выйдет Да, человек, который может его привести. Мы привезем вашего. мы сможем. Мы возьмем лично Максима и привезем вам. Вы все увидят это в прямом. Вот хоть кто-то что-то сделайте для этого. алло. Да. Все, это, не расстраивайся, все нормально. Заканчивать, а то так можно. Все, Зай, давай это время. Давай, люблю, целую, скоро буду дома. Давай, от вас все Я тебя- зависит. Давайте. Давай. Что ваша жена имеет в виду? Лишнего там не говорили? Что это? Не-не, она говорит это... Ну, она знает мой характер, то, что я бываю буйный. Но я- Буйный? Ну, это Типа да, вот это к этому. Тут А смысл мне буянить, либо еще что-то. буйный — это такая история себе. Понимаешь, Максим, не услышал я искренности в твоих словах о том, что ты там сожалеешь, раскаиваешься. Вот с кучей народа мы общаемся, никто не попросил прощения у нашего народа. Закрутки вы освобождаете, людей выгоняете, люди вынуждены становиться беженцами, терять свое Единственное, имущество. что вы освободили, придя в Украину, это людей от какой-то консервации. Что вы еще освободили? И от нормальной жизни. И от нормальной жизни поселок Максимов. Все. Максим и Максимовка, как символично. Поэтому жена у вас там в положении, ну, как-то ее надо нам соболезновать ей или жалеть ее. Нет, Знаете, сколько детей у нас погибло? догадываюсь. Я же задаю этот вопрос. Вот вы там ездите, отдыхаете. живете. Почему вы считаете, что Украина так не должна жить нормально? Должна. Ну, так благодаря вам не живет, понимаете? Под бомбежками полгода. И женщины, и беременные в том числе. Ну просто представьте себе, как прилетает в дом ракета, там где сидит беременная женщина. Не так. Давайте Я не возьмем знаю. вашу жену и спустим в подвал дома. Мы же не Чтобы были она готовы. полгода пожила, чтобы Пожил- она вот сейчас да. в этом состоянии пожила в подвале. А там еще другие мамы с детьми. И рожать она будет там, в подвале. И роды будут И принимать. это у нас происходит. Подумайте, вот Представь, это жена благодаря Анна. вам. Хотите родить в подвале? А у нас рожают. Спуститесь к себе в подвал и родите там ребенка. И попробуйте пройти через это. Там где еще десятки таких, как вы.
И куча других. У нас не будет, наверное, больше интервью там, типа, в лайтовой форме, потому что уже надоело. Нет, Жалеть. лайтово им не доходит. Они считают, что я там слишком... Делаешь в лайтовой, начинают предъявлять претензии, что ты слишком грубо общаешься. То мы уже будем общаться как есть, по факту. Как Задавать вы вопросы. оккупант? Конкретно. Наших там приговаривают. Получается, да. Наших же там приговаривают к расстрелу. Вот в этих вот так называемых ЛДНР, вот эти пушилины приговаривают к расстрелу. А мы-то тоже задаем вопрос. Может ваших приговаривать к расстрелу? И все? Ну давайте, вы там такие правильные. Как разговаривать? Как нам разговаривать? I'm finished. Yes, I'm too. Perfect. Желал что-то? Я Да. пропустил. Ну так, кратко. Можете обратиться к своим согражданам? Да уже же обращался. Да. Все. Все ж, больше вы ничего не хотите сказать. Все. Ну, цель достигнута, по крайней мере, там знают, что вы в плену. А если ваша жена реально выйдет с плакатом, все реально. Мы будем что-то можем делать. Но только никто не вышел. Сколько мы не предлагаем, все только говорят. Сними ему эту кличку, она ему не нужна.